Хорошо. Тогда я включаю запись. Запись пошла. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос. В одном из наших прошлых сеансов мы выяснили, что Владимира Путина нет в живых. Мы помогли его душе освободиться. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Действительно ли он был убит и при каких обстоятельствах? Вика, Мгм. найди в эфирном пространстве на счет 3 тот момент, когда Владимир Путин еще жив, момент до его убийства. 1, 2, 3. Вижу какая-то сигара. Кто-то курит сигару. Так, Выглядит немного странновато, неестественно. Вот так делает. м, так. Что там происходит? Этот человек, он находится как бы в секторе интерферентов и в секторе подписания контрактов. Мгм. Идет разделение пространства на черную и белую полосы. Этот человек выходит как бы из этой темной черной полосы. Он дает знак. Вижу автомобиль, знак другим людям. Подъезжает тихо, так как-то тихо, ночь, и подъезжает автомобиль. Так, Подъезжает. Я вижу, что Путин дома один. мгм. Он выглядит так, как выглядел на фотографиях, худощавый. Я считываю, Мгм. это его энергии. Но у него сильный страх поднялся, у него только голова ясно работает, а все его тело как бы... Я вижу, что у него подключка есть к интерферентам и сильный страх. И Так, он думает, он как бы себе сказал, пришли за мной. Я вижу, он открывает им двери. так. Он их знает? Это какие-то знакомые ему люди? Один большой мужчина. Я не знаю, знает ли он, у них как будто бы маска на глазах, но маска такая странная, как будто бы она выходит изнутри, как будто бы пол лица просто изнутри, вот череп черный, и она проходит. Мгм. Так, хорошо. Что происходит дальше? Я вижу, что он держится молодцом, он как-то в какой-то... Вероятно, пижама. Но он встал возле такого столика длинноватого, ну, как бы в прихожей, такая холл, как бы, или прихожая, как это назвать. Мгм. Ведет себя достойно, я вижу у него такая гордая, говорит спокойно с этими людьми, Мгм. овладевает собой, то есть страх уходит.
Этот мужчина, который курил сигару, он дает знак другим людям, и они забегают, они его схватили. Мгм. Так, Мне почему-то приходит, что по контракту. по контракту. Схватили по контракту. Так, хорошо. Э, А по какому контракту? По контракту, который был подписан между Владимиром Путиным и еще кем-то? Мне приходит, что он согласился быть частью системы. Я вижу, что он чувствовал себя заложником ситуации. Он чувствовал себя жертвой в руках манипуляторов. И у него вот это желание было вырваться. Мгм. Он буквально как будто бы вырывается. Но я вижу, что в секторе подписания контрактов и вот этот сектор на уровне программы жертва, где идет воздействие ну как это, психотронное, любое вот это воздействие идет. Мгм. Эти, связанное это все с компьютерными технологиями, это в этом секторе я вижу всегда. Так. И я слышу, что он был как бы под воздействием. То есть я вижу, что у него и воля своя была, и он как бы приходит был должен тем, кто его поставил. И у него Мгм. вот эта внутренняя борьба шла постоянно. Хорошо. А у него был какой-то план, как ему вырваться из этой системы? Да, у него был план. Ему нужно было еще немножко подождать. Мне также приходит, что они этого боялись. Мгм. Интересно, куда ниточки ведут, кто это заказчик. Интересно, ну давай все по очереди. Хорошо. Ты сейчас это хочешь посмотреть, кто заказчик или что с ним дальше происходило? Ну давай, что с ним дальше происходило, а потом посмотрим, кто заказчик. Хорошо, вернись в тот момент, когда его схватили. Что дальше происходит с ним? Но я вижу, что он как бы сопротивлялся, и он применил прием карате. Мгм. Мне также интересно, почему никого возле него нет. Что у него прислуги никакой не было, что ли? Или охраны? Или охраны? Пространство все открытое к нему. Так, хорошо. Это случайность или было специально спланировано? Я вижу, что это было специально спланировано вот этими людьми, которые его захватили. Мгм. Хорошо, понятно. Возвращайся к моменту борьбы. Что дальше происходит? В этот момент я вижу, что у него почернела рука. Какое-то пошло воздействие на его руку. Но я точно не могу сказать сейчас, потому что я вижу наполовину в эфирном пространстве, наполовину на физическом плане.
Мгм. Вот. Как будто бы кто-то ударил его, по-моему, ногой. По локоть. Рука почернела. Мгм. И его ударили и по спине, по шее. И затолкали его в в автомобиль. Я так думаю, что ему одели что-то на голову. Мгм. Мешок какой-то. Потому что считывается как другая энергия, да. Цвет другой, как будто бы мешок на голове. Мгм. Куда его на автомобиле отвезли? Я не знаю, что такое таганка, но мне почему-то идет на таганку. Мгм. Хорошо. Так, что происходит там? Там спецслужбы. И там какие-то люди сидели, ждали. Сонные. Мгм. Потом я вижу, что его какими-то ремнями привязали. Так. Мне приходит ритуал. Его одели в черный костюм, как будто бы, и в парадный костюм. Вот я его вижу в костюме, в черный костюм, белая рубашка. Я не вижу, как его одевает, но он мне так предстает. Почему-то как официальное лицо, вот так. Мгм. Так. Какой ритуал делают? Ему делают укол. Какой-то укол делают. Мгм. В вену. Так. Какое это на него оказывает воздействие, этот укол? Я вижу, что он становится безвольный. Мгм. И он в эфирном пространстве это выглядит, как будто бы он отключился. И язык так у него высунулся. Вот голова на левую сторону. Мгм. Его почему-то бьют по лицу. Смотрят в глаза. Мне приходит, они не дают ему спать, Мгм. чтобы это в сознании было. И вот эта черная рука, Так. Что с ним? какие-то трубочки, такие как от капельницы. М. Ему ставят капельницу? Как будто бы у него из руки
Давай зайдем в самый главный момент, а то я как-то почему-то меня возвращает обратно, как будто бы эта пластинка заезженная, вот как-то туда-сюда, туда-сюда. Так, хорошо. Зайди в самый главный момент этого ритуала, того, что с ним делают. 1, 2, 3. Мне приходит, что его медленно убивают. Угу. Сейчас я посмотрю, каким образом его убивают. Посмотри. А я вижу в эфирном плане это выглядит снова, я вижу, и мне идет чаша Грааля. То есть, сейчас я посмотрю. Я вижу эту чашу с камнями. Я вижу, как эти трубочки, и эта чаша наполняется кровью. И я вижу, как у него душа вышла с его тела, и она держится вот на уровне третьей чакры. Не может выйти. Я слышу, он живой. Угу. Сейчас я посмотрю, как это он живой. Ну, он умер, я вижу, вот глаза, они смотрят, проверяют. И я слышу звуки, вот эти звуки, которые я слышу, когда происходит ритуал жертвоприношения. Угу. Я вижу, что 4 человека. Это я уже, я постоянно так вижу. 4 человека стоят по углам этого гроба. Его Угу. как в гроб. В эфирном плане он выглядит, как будто бы он находится в гробу и связан эти 4 человека, колдуна, они его как бы стерегут. И на пересечении этих линий в центре, вот если как это по диагонали, вот как гроб четырехугольник, Угу. и по диагонали, по центру как раз там эта душа удерживается. Так. Но я вижу, удерживалась. Но сейчас мы посмотрим, потому что сейчас я увидела, что его душа мне как бы улыбается с другого места. Угу. Сейчас она свободна, да? Да, ну сейчас посмотрим, все ли частицы души мы освободили. Так. Хорошо. А что происходит с телом? Куда дели тело Владимира? Они его Если... не похоронили. Мне приходит ЦРУ уже второй раз. И я также я вижу, что это идет под зданием Пентагона, как будто бы под Пентагоном находится какой-то... Мне приходит вот это глубинное Deep State, глубинное государство, которое находится, которое управляет всеми государствами на самом деле. Угу. И ЦРУ тоже, какой-то частью ЦРУ. И какой-то частью всех правительств. Так. То есть я правильно понимаю, его тело отвезли туда? Нет, это я вижу, что идет воздействие, то как бы заказчик, и мне приходит, А, что это глубинное государство, этот мгм. культ. Почему-то я вижу Сороса. Я вижу лицо Сороса. Мгм. Это он является заказчиком? Да. М. Так, понятно.
Хорошо. А куда дели тело Владимира? Не похоронили его? Что с ним сделали? Я вижу, что какая-то жидкость. Он как бы в жидкости в какой-то. Вот как будто в квадрате, в таком, как гроб. Забальзамировали? Или заспиртовали, что-то такое. Какая-то жидкость такая вязкая и такого красноватого цвета. Угу. Его тело до сих пор находится там? Да. А где это место? Где это место находится? Это под землей, в Кремле. Ну, где-то там, в Москве. Угу. Там военные есть. Так. Угу. Хорошо, понятно. Так, Вика, теперь давай посмотрим, все ли частички души Владимира Путина были освобождены. Я вижу, что это колдовство. Оно как бы тянется за ним. Я говорю Владимиру, чтобы он посчитал все частицы своей души. Я приказываю всем колдунам убрать их воздействие. И я вижу, что я им показываю тот расторгнутый контракт, тот глобальный контракт, который я расторгала. И я вижу, что я этим 4 колдунам на сердечную чакру прикладываю такой какой-то светящийся квадратик. Что это за квадратик? Как не квадратик, прямоугольник такой. Мне приходит, что это свет души. Я хочу понять, что это такое. Это как эталон. Как эталон этих энергий души. Угу. Так, зачем я это делаю? Зачем ты это делаешь? Я вижу, что от этого у них происходит такое... Они мучаются, им плохо. И они, как щупальца вот эти, отрываются от души Владимира. Потому что это их жалит. Это уничтожает колдовство. Угу. Так, хорошо. Частички души возвращаются к Владимиру? Сейчас я работаю, чтобы давай вдвоем. Отправляем, чистим этих колдунов, отправляем их в портал на утилизацию. Хорошо. Вместе с ним мы приказываем убрать их колдовство, их собственными руками. Я говорю Владимиру, что он может отменить это событие. Еще тогда я вижу, что он это хочет сделать. Угу. Я вижу, что он меняет это событие таким образом, что он улетает на самолете и раскрывает заговор. Он говорит, что он сделал неправильный выбор, потому что он как бы сдался им, поддался. Он принял эту свою участь и не боролся за свою жизнь, но он мог раскрыть этот заговор,
Он знал о нем Мгм. или догадывался. Так, Я вижу, хорошо. как эта темная энергия, которую я видела в начале, которая разделила как бы его дом на двое, эта энергия уходит. Я вижу, он встает из этого гроба. И сейчас я вижу, что вместо него, вот, его душа ушла, и я вижу лицо теперешнего этого двойника, который заменяет Путина, ну, тот, который Мгм. живой, как китаец, Так, а почему ты почему-то. говоришь как китаец? Что? Почему ты говоришь как китаец? Потому что я вижу, что это сговор. Это сговор. Я вижу, что это сговор культа, надчеловеческого культа, который как треугольник. Это ЦРУ, ну, потом Москва, и я слышу Пекин. Мгм. А он так Так, и называется, сговор трех. так, интересно. А Пекину зачем это? Какие его интересы? Я вижу, что Пекин хочет отобрать территории. Я вижу вот как Урал до Урала. Мгм. Так, интересно. Хорошо. Вика, а такой вопрос. А не связано ли случайно заключение Фургала с тем, что он препятствовал этим планам, этому сговору? Да, я вижу, что с двух сторон идет подтверждение. И это подтверждает душа Владимира Путина. Мгм. Так, хорошо, хорошо. Душа Путина освобождена. Мгм. Это хорошо. Сейчас Я она вижу, целостна? что именно после того, когда мы ее освободили, душу Путина, именно я заметила буквально на следующий день или нет, где-то через 3 дня, 4 дня начали много-много каналов говорить о том, что Путин, ну, сегодняшний Путин не настоящий. Хорошо. То есть я вижу, что это этим колдовством, что удерживали душу Путина, они как бы закрывали глаза на то, то есть энергетику, Людям? да, да, я вижу, что они как бы транслировали энергетику настоящего Путина на этого подложного Путина, и нечувствительные люди не воспринимали, не могли считать его как бы информацию. Потому что человек, когда смотрит на другого человека, за первые 3 секунды ему сразу идет информация, кто это, что это, и все. Человек считывает информацию на подсознательном уровне и знает все. И если научиться доверять себе, то тогда можно, ну, буквально знать все обо всех. Поэтому, когда я смотрю на этого подставного Путина, то я же вижу, какие там энергии, и что это очень сильно связано с магией. Мгм. Хорошо. Так, Вика, сейчас душа Путина Владимира целостна на все 100%. Все частички вернулись к нему.
Он говорит, еще нет, но это не связано с этими. Я говорю, что он может оставить все свои прегрешения там, где он их делал, очистить свою душу от всех темных энергий, потому что душе не хватает воли. Я даю ему этот заряд воли, и я показываю ему тот путь, куда он может пойти, там, где живут души. Мгм. Хочет он туда отправиться? Да, он уже там, да. Я просто вот проверяю все. Мгм. Я вижу, что этого колдовства нет. Вот мы просмотрели, я как бы просмотрела это все как бы в прошлом. Мгм. Хорошо. На данный момент душа уходит, потому что колдовство снято. И я вижу, что колдовство снято по многим причинам, что на самом деле работа идет очень серьезная на всех уровнях. Вот Илья, он делает свою работу на более глобальном уровне, и Мгм. это дает возможность работать таким, как я, на своем участке, потому что каждый имеет свою миссию. Мгм. Хорошо. И да, Хорошо, Вика. Хорошо. Давай, знаешь, что сейчас посмотрим? Отсоединись от этой ситуации. Раз мы затронули Фургала, найди сейчас его эфирное тело в эфирном пространстве на счет 3. 1, 2, 3. да, я его вижу. Опиши, как он выглядит в эфирном пространстве. Я вижу, что у него мощная энергосфера правильной формы. Он крепко стоит на ногах, ноги расставлены, поза победителя, скажем так. Но у него есть программа жертвы. И эта программа жертвы связана тоже с тем сектором воздействий. И также у него к левой ноге идет магия. На него идут воздействия. Мгм. В секторе, там, где вот эти, как я говорю, лаборатория, эти воздействия компьютерные, я там вижу лицо теперешнего Путина. Мгм. Понятно. Откуда воздействие? Так, хорошо. А мы можем как-то помочь Фургалу передать информацию, как избавиться от этой программы жертва? Ну, мы можем Это... спросить, дает ли он разрешение поработать с ним, поговорить с ним. Давай спросим. Спроси у него. Да, он дает. Я спрашиваю, видит ли он, что происходит в его пространстве. Я ему передаю информацию от нашего канала, как освободиться. Мгм. Он может это сделать по тому же алгоритму, как это сделали очень много людей. Я вижу, он принимает информацию, и он изучает ее. Хорошо. Также я вижу, что у него энергосфера начинает сиять, он увеличивается. Я говорю, чтобы он отсек все эти подключки, вытолкнул их из своего пространства, приказал всем колдунам убрать все воздействия, всем гипнотизерам, все, что они делают по отношению к нему, чтобы
э, понизить его волю, пусть забирают все себе по конам Вселенной. Каждый творец должен испробовать на себе свое творение. Карму никто не отменял. Мгм. В секторе колдовства появляется какой-то китаец. Колдун-китаец. Я приказываю этому шаману-колдуну убрать его воздействие, потому что это наша территория. Он зашел по... Я ему показываю тот момент, когда был подписан договор в Звездном храме. Так. И я ему этим договором просто как вот так вот ляп в лицо. И сейчас я увидела, как идет граница вот по китайской Стене. стене. Так. И я вижу, что на территории России как будто бы красная тряпка лежит. А на территории Китая синего цвета. Да, что-то наоборот, по-моему. Да, наоборот. Я вижу, что наоборот, потому что эта тряпка, она начинает вот так подниматься вверх. Но мне интересно, кто это ее положил. Так, на счет 3 ты увидишь, кто ее положил. 1, 2, 3. Мне приходит, что на помощь пришло много колдунов. Я вижу, как они вот так вот, как будто бы в медитации, так руками такие накладывают, как покрывала разные. Мгм. С какой целью они это делают? Мне приходит, они служат дракону. Мгм. Потому что все эзотерические секты с их практиками, с их медитациями, на самом деле это все идет от Китая, с Востока. Даже в наших русских сказках как было. Это же четко видно, что люди считывали информацию так, как я это делаю, например, или многие другие, то есть напрямую. Никаких медитаций никто не делал. Приложил ухо, послушал, узнал, поспрашивал у сил природы. Это то, что я делаю. То есть общение с окружающей действительностью. Потому что тот, кто является частью нашей Вселенной, фрактальной Вселенной, для того не нужны никакие подручные методы, никакие дополнительные медитации. Медитации нужны демонам и людям, которые служат им, потому что демонов много. Каждый имеет, там же четкая иерархия идет, и каждый демон заведует как бы своей частью, какими-то своими стихиями, образно говоря, и дает свои особенные ключи, как подключиться к нему. Особенно вот эти общественные медитации, покрывание розовыми энергиями любви и так далее, это все работает против нашей Вселенной и служит врагу. Потому что чистый человек, который принадлежит нашей Вселенной и служит нашей Вселенной, он естественным путем связан. Он является единым целым с нашей Вселенной. И он как бы своими тонкими телами одновременно пребывает во многих реальностях, и он понимает, что происходит, и может связать это, объяснить для себя и для других, что на самом деле происходит, дать оценку того, что происходит на самом деле. Ему не нужно никого ну, как бы заводить в заблуждение.
Мгм. Он никого не учит и ни у кого не учится. Да. То есть у него нет кумиров, и он не ведет за собой. Он просто есть. Я вижу, что на нашей земле таких очень много. И я приказываю всем колдунам, которые покрыли священную землю, принадлежащую белым богам, белой вселенной священной, немедленно по конам нашей вселенной забрать все их воздействия себе, все их розовые энергии, черные энергии, гипноз, всю эту ложь, потому что если человек подключен к темным и служит темным, то каждое даже доброе слово приносит вред, потому что добрые слова открывают подсознание доверчивых и глупых людей и открывают таким образом замки в подсознании, в общее подсознание целого народа. На самом деле эфирное пространство – это программное пространство. И идет серьезная борьба, война за эфирное пространство. Потому что темных нет, они ушли с нашей планеты. Но остались еще темные люди, в которых еще остались эти темные энергии. И они по инерции служат еще тем, которых уже нет, которые им не помогут. Мгм. И таким образом они как бы подписывают сами себе смертный приговор. Так, Мне хорошо. также приходит самоуничтожение. Я почему-то захожу со стороны севера над территорией России. И я вижу, как Так. за мной стоит вот много-много таких ангелов, как я, и мы как будто бы вот так вот поднимаем это покрывало белое, розовое, там такими слоями идет гипноз, вот эта ложная энергия любви, неестественной любви. И внизу эта энергия вся черная. Мгм. И я вижу, что от нас как будто бы ветер идет, и это все сдувает. И закручивается такой, вот там, как где вот Казахстан, закручивается такой вихрь огромный, который начинает как ураган, начинает стягивать со всех сторон эту черную энергию, просто вот так стягивает и отрываются там, там, там. И мы это все отправляем в портал на утилизацию, все эти покрывала, все эти линзы искажений, Мгм. этот морок, этот сон, туман. И я вижу, как что-то происходит, как будто бы вырастает из поверхности Земли, вот так, как взрыв происходит. Что это такое? Это называется пробуждение. Мы отправляем эти все энергии черные на утилизации туда, откуда они пришли. Но я вижу, что этим занимаются эти ангелы, которые находятся вот вокруг. И я вижу, что начинает такое пространство становится таким звеняще прозрачным. Мгм. И люди как будто бы глаза начинают потирать. И просыпается, да? Просыпаются, и я вижу, что оно вот так идет, но в Москве там зацепка есть очень
И вот снова появляется это лицо Сороса. Я приказываю ему убрать его магию, пусть забирает по конам нашей вселенной себе. Я представитель белой расы человечества. Я представитель светлых богов на нашей планете. Я приказываю ему, черному магу, убрать все его колдовства со всех тех мест, где он расставил это колдовство. Я приказываю культу забрать его колдовство, все ему. Пусть забирают представители культа. Все, что они натворили на нашей планете, пусть забирают себе. Со всех тех мест, со всех городов, со всех тех Пусть с каждого ритуала все вернется тем, кто их делал. Карма. Да. Угу. Что сейчас происходит? Что ты Но я видишь? вижу, что происходит только как будто бы вот в этой половине планеты. А там, где вот Африка, и там ничего не происходит. Там все такое черное. Хорошо, с тем позже разберемся. Так, сейчас вернись к эфирному телу Фургала. Сейчас мне вот это еще одну минуточку. Что там? Ну, почему-то меня внимание привело к этим бункерам каким-то под этим зданием Пентагона. Так. И я тоже приказываю всем колдунам убрать свои воздействия со всех тех мест, из Вашингтона, из Трампа, и со всех тех мест, куда они, как пауки, раскинули свои сети. Это люди думают, что это я такая там могущественная. Ничего подобного. Просто я имею право точно так же приказывать, как любой гражданин, как любой сознательный человек имеет право это сделать, приказать, убрать воздействие. И когда это много людей сделают, тогда это программа, потому что эфирное пространство – это программное пространство. Это как сказки. Люди читали, пересказывали сказки, но это программирование, это программа, которая откладывалась на генетическом уровне. И когда пришло время, то это пророчество, эта программа исполнилась. Точно так это происходит. Эфирное пространство – это программное пространство. И когда я приказываю от имени каждого живого человека, который с этим согласен. И каждый, кто посмотрит и с этим согласен, то это мои слова усиливаются и наполняются энергией и развязывают руки светлым силам Альянса, которые воюют на всех уровнях нашего бытия. Потому что без нашего разрешения ничего не происходит. Если на нашей планете происходят такие убийства, педофилия, такие ужасы, то это происходит только потому, что мы это разрешаем делать. Но когда мы это запрещаем, это прекращается. Сейчас возвращаюсь к эфирному телу Фургала. Угу. Я вижу, что он перешел в другое, более комфортное пространство, более высокие пространства. Хорошо. Воздействие этого шамана ушли? Он появляется, но я ему передаю материнскую любовь и любовь женщины, защитницы. Мужчин, чтобы он имел силу защитить себя и защитить всех. Потому что от имени женщин выступают также все те старики и дети, и те, у кого нет мужской силы постоять за себя. Образ женщины – это на самом деле
многоликий образ каждого обездоленного. Мгм. Так, как сейчас выглядит его эфирное тело? Оно наполняется энергией, я ему передала фрактальную энергию свободы, силы. Мгм. И я думаю, потому как он выглядит, как выглядит он в эфирном пространстве, он вообще не причастен ни к каким этим злодеяниям, которые на него вешают. Не может человек, злодей, выглядеть настолько чистым в эфирном пространстве. Хорошо, Вика, а такой вопрос. Вот, является ли Фургал одним из представителей, может, первых, может, не первых, или символом новой власти? Ну, как бы смена вот этой старой системы на новую. Да, мне приходит новый росток, и я вижу, что он представитель новой власти, и он как росток зеленый прорастает в недрах этой прогнившей системы. И там, где он, там начинается свет. Я подливаю этот росточек энергией свободы, любви, даю рост. Я вижу, что этот росток превращается в такой цветок, который начинает расцветать, как ну, не настоящий цветок, а как будто бы узоры такие образуются. И свет вокруг него, и он начинает, вот все фракталы закручиваются. Так, хорошо. А Я есть беру еще? этот росток, и я его в Хабаровск, откуда он произрастает. Он должен быть там, где он родился. Этот росток пророс в Хабаровске, и он там должен быть. Мгм. Хорошо, Вика. А посмотри, есть ли такие ростки на нашей земле еще? Да, по всей стране есть. Мгм. Я вижу, что сейчас это как символ новой власти, которая зарождается и которая начинает быть человеческой. И эта власть человеческая, за нее вступаются человеки с живой душой, то есть живые люди, с живыми душами человеческими, а за эту гнилую власть держатся вот эти темные, они буквально как болото истекают уже. Мгм. Но я вижу, что это символическое болото, оно стекает, сползает с тела нашей планеты. Мгм. Хорошо. Я думаю, для нас и для всех наших зрителей это очень хорошая новость. Хорошо, Вика. Сегодня мы ответили на достаточно вопросов. Я думаю, наши зрители тоже получили много ответов. На сегодня, я думаю, мы будем прощаться. Да. Хорошо. Как всегда, увидимся в новых расследованиях. Всем до свидания. Вика.